Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я хочу поделиться с вами своими впечатлениями от использования объектива Tamron 35 мм f2.8 под байонет Sony E. Tamron в свое время отлично оживил линейку стекол для полнокадрового байонета как раз таки соневского, наряду с другими производителями, конечно же, потому что байонет у Sony достаточно открытый, и она позволяет, в общем-то, любому производителю делать под него автофокусные стекла, что, в общем, немало способствует расширению линейки объективов, и расширению, опять же, наших возможностей, наших, в смысле, конечных пользователей этих фотоаппаратов. То есть ты берешь, допустим, тушку Sony, тебе не обязательно покупать какие-то запредельно дорогие соневские стекла. Они, конечно, круче, чем какое-нибудь китайское или, не знаю, самьянговское, корейское, зачастую, но не настолько прям уж там в 100 раз круче, и не всем это сильно нужно. То есть ты можешь действительно купить какое-нибудь недорогое стекло и использовать его, и, в общем-то, балдеть. И вот как раз, к примеру, в 2018 году наилучшим, пожалуй, комбо таким по соотношению цена-качество являлось сочетание Sony A7 III и объектива Tamron 28-75 f2.8. Я с огромным удовольствием пользовался вот этой вот комбинацией из тушки и стекла и наделал немало очень даже приятных снимков. Да, объектив может быть и не идеален, но у него имеется влагозащита. Корпус, конечно, пластиковый, но пластик довольно качественный. Он, в общем-то, не такой уж большой, не такой уж тяжелый, как можно было бы предположить. Качество картинки у него тоже слегка компромиссное. На 28 мм на самом широком углу у него углы картинки, да, немножечко мульноваты, конечно, не идеально далеко, но на всех остальных фокусных, кроме, опять же, крайнего телеположения, у него там на 35, на 50, на 70 мм с картинкой просто все в порядке. На 75 мм тоже немножечко мыльцо присутствует, но, опять же, на 75 мм ты в основном будешь что на этот объектив снимать? Ты будешь его использовать как какую-то замену, скорее, недорогому портретнику, и там как раз, если чуть-чуть кожа будет подзамылена, это даже неплохо. И, как я сказал, в середине он реально классную картинку выдавал, вполне себе на уровне какого-нибудь 24-70 G-Master, но при этом объектив стоил в 3 раза дешевле. Потом я дополнил вот этот свой комплект, когда он появился, конечно, объективом 17-28 от Tamron, тоже с дыркой в 2.8. И вот он уже был реально в пределах своих фокусных расстояний ощутимо лучше по картинке, чем первая версия G-Master 16-35 f2.8. А чуть попозже появился на рынке еще и, опять же, классный объектив от Tamron 70 мм на 180, тоже с дыркой в 2.8. И опять же он был круче по картинке, я сравнивал, прямо лоб в лоб сравнивал, круче, чем объектив от Sony, первая версия G-Master 70-200 f2.8. Он был тупо резче на всех диафрагмах, картинка гораздо была ровнее, и при этом, собственно, цвет картинки не уводило так сильно в синеву, как на старом соневском стекле. Сейчас-то, конечно, Sony уже обновила свою линейку G-Master'ов, у них и 16-35, 24-70, 70-200, получили вторые версии, которые, реально очень клевые, очень крутые, подтянули их до современного уровня качества, там картинка сильно улучшилась, и это реально очень классные стекла, но они очень дорогие при этом еще. Но я, в общем-то, это все сейчас говорю к тому, что Tamron уже давно не та фирма, которая частенько грешила брачком небольшим, у которой контроль качества был так себе. То есть, когда вот они делали еще давно для зеркалок каких-нибудь крупнутых стекол, там, Tamron, и ты, допустим, выбирал между сторонними производителями от Tamron или от Sigma что-то взять, Tamron зачастую был похуже всех других вариантов на рынке. Сейчас это вообще не так. У Tamron с контролем качества все, скорее всего, в порядке. И, уж не знаю, что повлияло на то, что у них сейчас качество оптики стало гораздо лучше. Но могу сказать, что вот как раз о чем я сейчас говорил, это важно. Было реально несколько лет, примерно с 2018 по 2021, когда сторонняя оптика вот именно от Tamron
зачастую была лучше и выгоднее для покупки, чем какое-нибудь родное стекло G-Master от Sony. То есть оно по картинке было лучше, но при этом стоило в 2-3 раза дешевле. Ну, это как бы намекает, что надо брать. Ну, тут, конечно же, нет никакой романтической истории, потому что, в общем-то, Tamron по большей части принадлежит как раз-таки Sony, ну, процентов на 40 примерно. И можно сказать, что это такое около подразделение Sony, и похоже, что это все-таки, наверное, какой-то хитрый корпоративный ход. Вряд ли они там просто по наитию вдруг внезапно сделали такую линейку классную под свой байонет. Нет, конечно же. Это хитрый ход, в котором просто Тамроны становились приятной, недорогой альтернативой для родных стекол. Ну, то есть они и по качеству были достаточно хороши, и при этом по цене очень приятны, что людей, естественно, привлекало к покупке камер с байонетом Е. Ну и объективы Tamron, конечно же, тоже обновляются и получают вторые версии, которые улучшаются относительно первых и по качеству картинки, там, и просветления у них там с бликами стало получше и так далее. И сейчас вот, например, линейка также расширяется. Должен скоро появиться у нас на рынке 1750 F4 от Tamron под Sony E. Опять же, будет конкурировать с соневским 2070. Ну, я так предполагаю, что это его конкурент. Но, в принципе, это очень интересные фокусные, очень неплохой вариант за недорого себе заполучить и сверхширик, и, в принципе, в пределах полтинника что-то иметь. Ну, мне, например, у Canon на EF байонете очень нравится 1740, а тут еще и пошире получается 1750 разлет, что, в общем-то, даже приятно. Ну, а на 2070 F4 у меня, кстати, скоро в ближайшее время будет обзор. Я на него немного поснимал и кое-какие выводы тоже сделал. Хуёво только то, что Sony не разрешает почему-то Tamron сделать под байонет Sony E каких-нибудь классных, резких, дерзких, светосильных объективов, фиксов. Не знаю, в чем причина. Может быть, они не хотят все-таки, чтобы они конкурировали с родными стеклами, потому что, ну, батисы там в свое время конкурировали, ну, хотя батисы довольно дорогие. Хотя и, в общем-то, с дыркой 1.8 стекла у самой Sony тоже, я бы не сказал, что сильно дешевые. Но вот недорогих фиксов пачку с дыркой f2.8 Tamron все-таки выпустили. Это объективы с фокусными 20 мм, 24 и наш сегодняшний герой, вот этот 35 мм f2.8. И как и у всех зумов, которые до этого выходили от Tamron, у них также диаметр светофильтра 67 мм, что очень удобно, потому что тебе не надо под каждый объектив себе какой-то набор светофильтров иметь. Ты можешь, ну, просто иметь один набор, да, и просто переключаться между стеклами. Объективы эти получились весьма доступными по цене, они прям реально были очень дешевые. И, наверное, самым интересным все-таки в этой всей линейке был объектив 20 мм f2.8, потому что на момент выхода у него, наверное, каких-то альтернатив я, по крайней мере, не наблюдал там вот на байонете Sony E. Сейчас, конечно, уже появились какие-то альтернативные варианты и от Viltrox 22.8, вот сейчас недавно вышел, и от самой Sony уже родное стекло 20 мм 1.8 появилось. Ну, оно, конечно, дороже значительно, но оно, естественно, и светосильнее, и качественнее, что, в общем-то, логично. Ну, в общем, хватит, наверное, вводить вас в курс дела, рассказывать вам о линейке Tamron'ов под Sony E. Пора уже, в общем-то, перейти к обзору непосредственно самого объектива. Давайте я его сейчас вам покажу, покручу в руках, пощупаю по-всякому, и перейдем уже потом к просмотру картиночек. Для фикса, у которого светосила f2.8 всего лишь, ну, честно говоря, объектив, конечно, крупноват, но при этом он легкий, корпус тут выполнен из качественного, хорошего такого пластика, ну, как и другие объективы Tamron вот из этой же, да, серии современной. Байонетное крепление здесь, само собой, металлическое. Имеется влагозащита, здесь вот резиночка уплотняющая присутствует, ну, естественно, уплотнение и в самом корпусе. Имеются, в передней части находится кольцо фокусировки, которое достаточно легко крутится в любую сторону, потому что оно электронное, и оно покрыто такой ребристой, плотненькой, хорошей резинкой. Я думаю, что она тоже многие года может служить и не рассыхаться. То есть резинка здесь тоже хорошая, вполне себе качественная. Передний элемент вообще маленький очень у объектива, но при этом диаметр светофильтра 67
миллиметров, как и у других объективов Tamron для Sony, и фиксов из этой серии, там 20 миллиметров и 24 миллиметра, и зумов 28-75, 17-28, 70-180 и так далее, да. Они, в общем, не зря эту унификацию делают, но, опять же, эта унификация, вот она играет какую злую шутку, ну, с объективом. Он мог бы быть меньше, мне кажется, вот прям реально мог бы быть меньше, если бы вот этой вот надстройки для того, чтобы подходил 67-й светофильтр, не было. Вот эта часть, вот этот хоботочек, кстати говоря, который там находится в глубине, при фокусировке он движется. Здесь уже такой не супер современный движок фокусировки, он ходит туда-сюда, вот этот блок линз, и немножечко слегка жужжит. Есть в комплекте прикольная очень бленда. Сейчас я ее нацеплю, видите, вот здесь вот так совмещаем, хоп, и у нее квадратное оконце. И причем в ней самой тоже есть резьба, тоже на 67 мм. То есть ты можешь, в принципе, использовать даже два фильтра. Например, здесь внизу какой-нибудь UV, а снаружи ты можешь спокойно полярик накрутить и все равно его, да, регулировать и не страдать. На f2.8 объектив слегка мягчит по углам, но не то, чтобы там как-то что-то было ужасно или катастрофически страшно. Ничего прям плохого там не происходит. Но я, правда, снимал в основном на этот объектив все-таки ярким днем на диафрагмах f5.6, f8, ну, достаточно прикрытых, так что там с резкостью и с равномерностью вот этой резкости было все в полном порядке. Но вот ночью, если ты попытаешься что-то снимать, особенно если ты еще и дырку откроешь, то ты увидишь и довольно большое количество хроматических искажений по самым краям кадра. Также у тебя появятся разнообразнейшие блики, двоения, троения разных точечных источников освещения, что выглядит довольно-таки неприглядно и, не знаю, не то что неприглядно, неприлично, наверное, даже для какого-либо объектива вообще современного. Ну, как бы ночью вот такие вот пироги. Ну, с другой стороны, если у тебя вот большого количества каких-то фонарей там нет в кадре, то в темное время суток, конечно, светосила f2.8 позволяет снимать тебе, не сильно задирая ISO, не так сильно, если стекло было темнее. То есть f2.8, в общем-то, это довольно неплохо на современном полном кадре с возможностью приподнять ISO солидно. В общем, картинка у тебя будет не рассыпаться. Ну и днем я, конечно же, тоже протестировал его, как он себя ведет в отношении контрового света. Напрямую вот прям на солнце наводил. Ну, что-то прям я не заметил, что здесь сильно где-то контраст терялся бы у картинки. В этом плане все нормально. Блики он, конечно, небольшие ловит, ну такие слабенькие на самом деле. Я думал, что там будет все гораздо хуже, когда ты напрямую прям на солнце наводишь и пытаешься поймать блики. Я прям специально пытался выловить наиболее страшненькие. Ничего супер стрёмного я там не словил, то есть в контровом свете днем он не так ужасен, но, конечно, если, опять же, да, у тебя вот этот контровой свет, яркий источник света, ну, в данном случае солнце, у тебя и его лучи утренние там под большим углом падают на какие-то контрастные объекты, на границе контрастных объектов, то да, у тебя полезут, конечно же, разные хроматические аберрации, не обязательно там, да, фиолетовые или циановые, а именно вот, ну, просто искажение цветов начнет происходить всяческое, которое уже потом в редакторе, наверное, не поправишь, ну и вообще там какие-то артефакты могут полезть. Да, картинка становится в таком случае страшненькой, но это экстремальные условия, в которые вряд ли кто-то будет не специально для вот обзора, как я, ставить объектив, ну типа нахера. В обычных же условиях, особенно если немножко подумать, да, над тем, что ты снимаешь, с какого ракурса и как вообще это снять, то тут вообще все в полном порядке, картинка офигенно резкая, можно снимать на него классные пейзажи, хромота нигде особо не лезет. Ну, она есть на самом деле, ну, просто тушка хорошо ее давит качественно. Ну, хромоты, опять же, не очень много. Ну и в целом разные общие планы на закрытой дырке, можно на него снимать с большим удовольствием, заглядывать там в разные дворики, в подворотни, на набережные забегать. В общем,
городские какие-то зарисовки на него тоже классно снимать, но все-таки 35 миллиметров это такое довольно неплохое стекло для того, чтобы снимать каждый день просто без особых заморочек. Это мы говорили про общие планы. Конечно же, на средних планах также очень приятно подмечать какие-то детали своего окружения. Объектив отличной резкостью обладает, у него все оптически хорошо, но прикрытый, опять же, да, диафрагме. Я говорю, тут от f5.6 все снимки делались. И если, кстати, вам интересно посмотреть на более детальные картиночки, более детально рассмотреть их, то вы можете подписаться на мой телеграм-канал, ссылочка в описании. Там я выкладываю документами, собственно, файлики картинок. Естественно, это приготовленные уже JPEG, те же самые, что вы видите в обзорах, но только в нормальном разрешении, потому что здесь все-таки Full HD, по нему очень сложно судить о резкости, можно просто мне верить на слово, конечно, но можно также увидеть их в нормальном, полноценном качестве в виде больших картинок, которые можно скачать у меня в тележке. Пожалуйста, туда подписывайтесь, там, в общем-то, бывает интересно, там не только какой-то технодрочь, я также выкладываю туда и всякие красивые картинки, которые просто мне нравятся от других фотографов, и вообще разговариваем там, общаемся про фото и смеемся иногда. И что особенно отрадно, у объектива этого минимальная дистанция фокусировки 15 сантиметров, что, в общем-то, почти что макро. Здесь, конечно, нет там серьезного какого-то увеличения, здесь 1:2 картиночка передаваться тебе будет, но все же это стекло тебя не обламывает на какие-то снимки с очень близкого расстояния, это прям очень хорошо, очень приятно, потому что, ну, бывает иногда такая ситуация, да, когда ты берешь объектив, хочешь что-то очень близко снять, такой, а он у тебя минимальная дистанция фокусировки довольно большая, и ты не можешь нормально получить ту картинку, которую ты хотел бы. С этим объективом такой проблемы нет. С близкого расстояния он прекрасно передает все детали, у него замечательный микроконтраст. Стекло очень приятное во всех отношениях, вот именно для любых каких-то зарисовок, как я уже описываю, да, то есть ты можешь его нацепить на какую-то Соньку полнокадровую и идти просто все подряд щелкать, оно тебя никак особо не ограничивает, и это очень классно. И, в общем-то, если этим стеклышком нормально пользоваться, не ставить его в какие-то неловкие положения, не ставить рачком, да, хотел сказать, ну, в общем, можно получать реально очень и очень хорошие картиночки с него. Технически к нему не очень хочется придираться, потому что это недорогой объектив, который за свою цену выдает, можно сказать, почти что роскошнейшую картинку. Тем более, что если там какие-то и есть дефекты, здесь есть и бочкообразная дисторсия, и есть, она не очень большая, опять же, да, даже если ее не исправлять, здесь есть хроматические аберрации, еще какие-то искажения, еще какие-то косяки, но все это правится внутри тушки. Это очень круто, потому что на программном уровне этот объектив максимально хорошо дружит с тушками всеми Sony. И они, все, что вот у него может быть не так, автоматически все исправляют, и тебе не нужно на постобработке ничем там заниматься, ничего там улучшать. Но, правда, наш сегодняшний вот этот Tamron, он вынужден конкурировать с более старым объективом Sony Zeiss 35 мм f2.8 тоже, который имеет и корпус металлический, в отличие от этого, и оно компактнее гораздо, то есть это прям блинчик. Фактически там тоже
такая сексуальная бленда с квадратным вырезом. И в свое время, когда этот объектив Tamron вышел только еще на рынок, когда я еще канал даже не вел, кстати говоря, про всякую технику, я все равно сравнил эти два стекла. Ну, такая получилась у меня возможность, что у меня и тот побывали на руках. Это был эксперимент, так сказать, для чисто себя. Картинка у меня даже не сохранилась. Зачастую я, когда что-то такое тестирую, не особо важное, из чего я ничего потом далеко идущего не буду делать, я, конечно же, картинки эти все удаляю. У меня все-таки достаточно ограниченный объем всего на пару терабайт, если что, у меня винчестер, поэтому я не храню всякие, ну, такие технические особо картинки, если они не будут использоваться где-то. В данном случае сейчас я, конечно же, сохраняю кучу вот кадров, которые я вот даже зачастую показываю, где там вот здесь вот что-то там херово, здесь еще что-то там плохо. Такие технические чисто кадры, специально для обзора я их делаю. Понятное дело, что там не на что особо смотреть, кроме того, как там, не знаю, где-нибудь хромота поперла или там какая-нибудь засветка. Я надеюсь, не надо это объяснять, что не каждая картинка, которая в обзоре присутствует, обладает художественными какими-то качествами. Ну, в общем, к какому выводу я пришел, когда сравнил эти два объектива в момент выхода вот Tamron? По качеству картинки вообще никаких отличий нет, то есть они прям идеально идентичны, я бы так сказал. То есть они оба резкие, оба прекрасные, оба хороши, оба со своими какими-то небольшими недостатками. Но Tamron более пластиковый, более крупный и дешевле. И он чуть-чуть, едва-едва заметно, чуть-чуть помедленнее, чем родное вот это Sony C стекло. Соньковский же объектив, он, соответственно, компактнее, у него корпус металлический и... Наверное, все. Вот, ну, чуть-чуть пошустрее, да. Ну, все отличия. На вторичке же их цены практически уже сравнялись. Но тут есть такой нюанс, что вот этот Tamron 35 2.8 ты еще можешь найти новым или относительно новым, почти новым. А вот на вторичке найти более старое вот это стекло Sony Zeiss 35 2.8 уже довольно затруднительно, и там очень много, ну, если смотреть объявления, довольно таких ушатанных объективов в не самой лучшей кондиции. Ну и как по мне, вот этот объектив Tamron 35 мм f2.8 достаточно классный, достаточно интересный объективчик, который за свою не очень-то большую цену выдает очень приличную картинку. Знаете, даже, я бы так сказал, картинку, которая сильно лучше той, которую можно было бы от него ожидать. Но сейчас на рынке под байонет Sony E уже достаточно много альтернатив. Есть и родной уже 35 1.8, к примеру, да, на который обзор у меня есть. Ну, правда, дороже и светосильнее, и крупнее. Ну, не сильно, опять же, да, крупнее будет. В общем, как вариант, можно его, например, взять. Есть также от Viltrox супер недорогой вариант с светосилой тоже 1.8, 35 1.8. Но тут, знаете, я такой уже будет не очень хороший советчик, что кому покупать. Тут вы выбираете сами, анализируя какие-то плюсы и минусы. Я все-таки не все многообразие объективов, которые есть под Sony E, попробовал. Ну, большую, пожалуй, часть я, наверное, да, ручками покрутил, что-то на них пощелкал, но не все далеко объективы, так что тут решайте сами. Я могу лишь только с вами поделиться своими какими-то конкретными впечатлениями про какое-то конкретное стекло в данном ролике, вот в данном случае про 35 2.8 Tamron. Ну, я надеюсь, что вам было интересно узнать мое мнение. Надеюсь также, что ролик окажется для вас полезным. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите в комментариях, что вы по поводу всего этого думаете. Я с вами прощаюсь. Всего вам хорошего. До свидания.